Салют, друзья! Вы на канале, где мы говорим про ЕСБ, и меня зовут Максим Юн. И сегодня мы поговорим про особенности двуручного меча в наших боях, в боях ЕСБ. И для этого к нам в гости сегодня на канал пришел Александр Семин. Саша, привет! Привет, Максим! Здравствуйте! Саша является, пожалуй, самым большим фанатом двуручного меча, по крайней мере, в российском ЕСБ-сообществе. Он выходит с этим оружием как и в пятерке, так и в большие бои 12-12, 30-30. Вот он, боец с полуторкой. Саша Семин вышел просто, чтобы божить. И, я думаю, обладает самым объемным опытом использования этого оружия в наших боях. Саш, да? Да, одно время появлялись люди, которые выходили с такими видами оружия. Я видел их и с той стороны, и со своей стороны строя. Даже на Торжке где-то на каких-то видео можно отследить, там 2-3. В Финляндии мы встречали таких бойцов. Потом их количество стало уменьшаться. Можно, и в конце остался только один. Да, но мы надеемся, что сейчас начнется другая тенденция, потому что люди с двуручными фальшионами уже появляются. Поэтому все может быть, может появиться и люди с двуручными мечами. Смотри, мы сегодня будем говорить про особенности использования двуручного меча, в первую очередь в больших боях, верно? Верно, да. Такое оружие, как двуручный меч, как и алебарда, раскрывает себя в полной мере в боях, начиная с 10 на 10 и так далее. 12 на 12, 15 на 15, 30 на 30. Хорошо, и пока мы не начали, я расскажу, как вообще идея этого ролика родилась. Дело в том, что однажды мне звонит Саша и говорит: Макс, привет, привет, Саша, у меня коронавирус, очень жаль, Саша, говорит, но я звоню не по этому поводу. Говорит, у меня коронавирус, у меня появилось очень много сейчас времени, чтобы смотреть всякие вещи, в том числе я посмотрел твой видос про оружие, вот тут будет ссылочка. И говорит, я считаю, что ты не до конца прав, сказав, что главным плюсом двуручного меча является тот факт, что он круто смотрится. И вот у меня есть несколько тезисов, которыми я бы хотел с тобой поделиться, чтобы ты углубился в предмете и понял, что это оружие куда более ценное. И вот мы здесь. Саша написал мне 8 тезисов. Сегодня мы разберем 4. И эти тезисы были очень интересны и лично для меня неожиданны. Я посчитал, что скрывать их от мира нельзя. Уговорил Сашу на то, чтобы мы сняли это видео. Саша, спасибо, что пришел. На самом деле, во-первых, не только это видео послужило импульсом. Я посмотрел отличное видео про саблю, которое записал Максим. Вообще я редко смотрю видео, но вот, как сказал Максим, в период болезни коронавирусом, ознакомился с твоим блогом. Спасибо, Максим, что есть твой блог. Поэтому я решил в духе того, что Максим сделал про свое излюбленное оружие саблю, что-то подобное сказать и про двуручный меч. Ведь людей с саблями тоже не так много. Пожалуй. Хорошо, чтобы было удобнее ориентироваться, давай пройдемся просто по тем пунктам, которые ты мне тогда в сообщениях написал. Я буду их озвучивать, а ты уже как-то более развернуто поясняй. Давай. Итак, первое. Ты мне сказал, что двуручным мечом гораздо удобнее защищаться от атак алебардиста из противоположного строя, и, что более ценно, им удобнее защищать своего соратника от атак алебардиста. Да, определенно и алебардой, и двуручным мечом, вообще двуручным оружием удобнее защищать своих бойцов от вражеского двуручного оружия. Потому что можно делать это, во-первых, находясь на дистанции, во-вторых, мы получаем более твердые, более стабильные блоки. Но если сравнить именно алебарду и двуручный меч, то у двуручного меча есть небольшое преимущество в плане удобства. У топора весь вес сконцентрирован здесь, в самой дальней точке от рук удерживающего оружие бойца, а у двуручного меча масса сконцентрирована непосредственно в рукояти. Поэтому просто защищая себя и бойцов, с этим оружием ты меньше устаешь. Но при этом получаешь примерно ту же защиту, что и с двуручным топором. Хотя, наверное, даже большую, потому что наличие гарды позволяет дополнительно перестраховать кисть от ударов, летящих, например, вдоль древка в случае с алебардой, и просто от попыток противника контратаковать в пальцы. Да, а если мы сравниваем, скажем, со щитом, то если тебе нужно перекрыть своего соратника, будучи вооруженным щитом, ты вынужден подойти гораздо ближе к нему. И самое главное, что в те моменты, когда ты сам прикрываешь его, скажем, ты прикрываешь ему ноги, у тебя остается огромная дырка в голове, да, куда может залететь алебарда, потому что ты
ты стоишь достаточно близко. Или наоборот, ты прикрываешь ему голову, соответственно, алибардист может тянуться от твоей ноги. В случае с двуручным оружием дистанция дальше, и защищая своего соратника, ты при этом остаешься вне зоны поражения от древкового. Верно? Верно. На самом деле защита щитом тоже очень эффективна и удобна. Когда щитники выстраиваются в ряд и все прикрывают друг друга, как у нас было в 12 на 12 вот недавно, нам противостояла партия одних щитников без древкового, но их было довольно трудно атаковать. Они все слаженно друг друга закрывали. Вот. Но всегда есть тот крайний человек, сбоку от которого уже нет никого, и вот он всегда уязвим. Вот. В случае с двуручным оружием, будь то алебарда или двуручный меч, ты можешь находиться крайним, защищать и себя, и своего соратника, при этом будучи в безопасности со стороны, где нет своего человека, который бы тебя прикрыл. Хорошо. Следующее, о чем ты говорил, что в строевом бою длинным мечом, двуручным мечом удобнее, чем любым другим оружием, бить в ноги. Да, но это справедливо именно для тех боев, где два больших строя, и противники боятся на встречный удар ломануться вперед и сократить дистанцию. Когда идет перестрелка, обмен ударами, шаги под шаги, вот, тогда и алебарда, и двуручный меч позволяют безнаказанно бить щитника в ноги, вот, при этом не опасаясь получить от него контрудар. Но у двуручного меча есть некоторые удобства. Во-первых, невозможность зацепиться. Топором можно зацепиться за голень противника. Да и могут топор прихватить за древко. Кстати, да, правилами разрешается, в принципе, хватать древко. Вот. Что касается клинка, во-первых, правилами запрещается хватать вражеский клинок, но даже если его зажмут как-то в подмышку или каким-то образом щитом прижмут к чему-то, его всегда легко вытянуть, в отличие от алебарды с топором на конце. Да, безусловно. Плюс дистанция, опять же, мы говорили об этом, в 1,10 сантиметров позволяет наносить эти удары безнаказанно. То есть, если мы сравним с одноручным оружием, то ты, атакуя, скажем, щитника, да, ты можешь атаковать его с безопасной для себя дистанции, сравнивая с одноручным. А если сравним с двуручным, то с такой же дистанцией, но у тебя есть возможность на выходе взять защиту, потому что длинным мечом, двуручным мечом просто проще блокировать. Ну да, есть такое мнение, что двуручный меч и полуторный меч в целом более быстрое оружие, чем алебарда. Что касается полуторного меча, это абсолютно справедливо, вот, но когда речь заходит уже о таких мечах весом в 3 и больше килограмм, это спорно в зависимости от веса топора. Но то, что бесспорно, это то, что выйти на блок с таким оружием гораздо быстрее, чем с алебардой, потому что масса находится у тебя в руках. Вот, поэтому, нанося удар в ноги алебардисту, можно быстрее выйти в защиту. То есть ты можешь успеть уязвить его, еще и взять защиту. Ну, если не от него, то от его товарища, который тебя пытается в этот момент добить. В принципе, то же самое можно сделать и с двуручным топором, но с двумя оговорками. Во-первых, это займет больше сил. Во-вторых, есть риск получить все-таки удар в пальцы, если не совсем точно принять эту защиту. Вот здесь гарда немножко страхует нас от этой возможности. Хорошо, еще добавлю, что мы уже провели эксперименты до того, как вот наш диалог начали записывать, и выяснили, что при прочих равных дистанция, с которой поражает противника, ну, ногу противника, длинный меч на 50 сантиметров длиннее, чем в случае стандартного фальшиона. А 50 сантиметров там много. Да. Хорошо. Следующий нюанс, о котором ты мне рассказывал. Двуручным мечом, чаще, чем любым другим видом оружия, можно перерубить древко или сломать щит противника. Да. Почему? Ну, дело в том, что уже давно нету желающих принимать топор на щит, как это было раньше, когда были большие строевые щиты. Но сейчас, к счастью, они возвращаются. Вот. Но в случае с небольшими щитами, после 1-2 ударов, где топор попал в щит, уже следующие удары щитник старается ловить, немного встраиваясь, чтобы удар приходился вот этим местом. Вот таким образом ни щит не получает урон, ни рука, находящаяся за щитом, урон не получает. Ну, там 1-2 удара за сход, не более, больше никто не будет терпеть.
То же самое справедливо к блокированию древка древком. Когда алибардист бьет другого алибардиста, очень редко он попадает топором по древку. Обычно при движении вперед на блоке древко уходит в сторону бьющего, и топор пролетает мимо, и удар прилетает вот в это место. Таким образом, двуручный меч, у которого длинное лезвие, он практически всегда попадает боевой частью по щиту либо древку. Но не практически всегда, а всегда. Удар просто немного смещается по лезвию вперед или назад. Вот, но все равно это сохраняет его поражающую возможность. Вот. Это настолько часто, что, в общем-то, можно строить свою стратегию на этом. То есть ты охотишься за древками и перерубаешь их. Ну, это зависит от тактики алибардистов, да, но в какой-то мере можно охотиться как за щитом, так и за древком. Хорошо. И последнее, что мы разберем сегодня. Я сказал в своем видео, что с двуручным мечом бороться так же неудобно, как с алебардой. Ты же мне возразил, что на самом деле двуручный меч в борьбе куда ближе к одноручному топору, чем к алебарде. Можешь раскрыть? Да, я бы не сказал, что двуручный меч удобнее, чем алебарда в борьбе. Скорее, я бы сказал, что это немного разные вещи. Там есть разные удобства и неудобства. Вот. Но в целом борьба с двуручным мечом больше похожа на борьбу с одноручным топором. Вот этот хват, он скорее напоминает хват за древко одноручного топора. Примерно длина рукояти равняется древку, да, плюс диаметр тоже ближе к топорищу одноручного топора. Строевые алебарды имеют довольно широкое древко, оно не такое ухватистое, и мы видим, что из захвата люди часто вырываются, потому что просто алебардист выпускает вот эту широкую часть древка. Здесь же, захват получается более цепким, и, как мы уже говорили, гарда не позволяет все время съезжать, он все время фиксируется в одной и той же точке. Так, и, Саня, и к слову еще, ты говорил, что когда ты борешься с двуручным мечом, у тебя получается большая часть клинка, она уходит над плечом противника. А в случае, когда ты борешься с алебардой, чаще перехватываются ближе к центру, и получается, что еще висит хвост, за который могут зацепиться. То, что ты сказал, верно, но в принципе ничто не мешает алебардисту взять алебарду в более такой выдающий топор вверх хват. Да, это возможно, но это очень тяжело. Мы можем посмотреть на видео, что такие захваты очень часто разжимаются и долго не держатся. Просто это не так удобно. Да, и опять же, мимо пробегающий человек может этот хвост зацепить и вырвать захват. Да, если мы оставляем хвост внизу, то да, это легче физически, но это создает определенные неудобства. Если мы делаем наоборот, то неудобства мы убираем, но за это расплачиваемся другим неудобством. Неудобством массы топора. Хорошо, с этим тоже все понятно. И хотел вернуться к предыдущему нюансу про разрубание щитов, древок. У нас тут есть экземпляр. Да, у меня раньше было несколько экземпляров. Вот у меня тут есть такой щит «Стая». Спасибо бойцу из команды «Стая». Подарок с Рекона. Вот он, разрублен. Мощно. Так, я думаю, что мы сейчас будем заканчивать. В принципе, мы прошлись по тем 4 тезисам, которые я сегодня хотел рассказать. Единственное, о чем мы забыли сказать в начале, что нужно было, давай скажем сейчас, когда мы говорим про двуручное оружие. Да, это очень важно. Мы сегодня пользовались терминологией, принятой в правилах HMBIA. То есть двуручный меч – это то оружие, в данном случае, которое по правилам HMBIA имеет клинок от 1,10 сантиметров и выше, и вес до 300, максимум 3,5 килограмм. Это отличает его от, опять же, так называемого полуторного меча по правилам HMBIA, который используется в триатлонах, в поединках. Этот меч может быть весом до 2,5-2,600 килограмм. В принципе, он тоже применим как в массовых боях, в бугуртах, в боях 10 на 10 и 12 на 12. Но ряд преимуществ, которыми обладает это оружие уже не разделяет. Хорошо, спасибо. И, как я сказал, на самом деле сегодня мы проговорили про 4 нюанса двуручного меча. В запасе есть еще 4. Если вам, друзья,
это видео понравилось и эта тема интересна, то я попробую говорить Александра на второе видео. Пока мы еще об этом не говорили, возможно, это будет. Саш, спасибо, что пришел и поделился мудростью своей. Было очень интересно. Друзья, надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. Ну, вы там знаете, лайки, колокольчики, оповещения, все подключайте. До новых встреч. Вторая камера пишет, платочек. Хова! Нет, бля, ладно, вот и залог, что Саня, ты ломаешь. Такие дела. Более технический. Надо очень точно попадать.